Здравствуйте, уважаемые коллеги, общественность и все заинтересованные стороны, которые следят за делом об убийстве Ирины Фарион. Я юрист Валерий Табаков. Сегодня 17 июня 2026 года. Мы продолжаем осуществлять мониторинг и предоставлять независимый юридический анализ резонансного уголовного дела по обвинению Вячеслава Зинченко в умышленном убийстве известной украинской языковедки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Краткий контекст дела. 19 июля 2024 года во Львове было совершено убийство Ирины Фарион. В нее произвели выстрел из огнестрельного оружия возле ее дома. От полученных ранений она скончалась в больнице. Подозреваемым стал 18-летний на момент задержания Вячеслав Зинченко из Днепра. Его задержали 25 июля 2024 года. Обвинение квалифицирует действия по статье, предусматривающей умышленное убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшей общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное обращение с оружием. Обвиняемый свою вину не признает. Судебный процесс находится на завершающей стадии судебных прений. Вчера, 16 июня 2026 года, состоялось очередное судебное заседание. Во время этого заседания суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения обвиняемому Вячеславу Зинченко. Прокурор Дмитрий Петлеванный обосновывал необходимость дальнейшего содержания Зинченко под стражей без права внесения залога наличием рисков сокрытия от суда, незаконного влияния на участников процесса, уничтожения или искажения доказательств и так далее. Адвокат Зинченко Лариса Криворучка, которая все же появилась в суде и продолжает защищать Вячеслава Зинченко, просила применить альтернативную меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного средства контроля, браслета, подчеркивая, что все доказательства уже собраны и исследованы в судебном заседании, а риски побега являются минимальными. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и продлил содержание обвиняемого под стражей еще на 60 суток до 15 августа 2026 года. Нужно сказать, что продление меры пресечения должно обосновываться стороной обвинения именно увеличением рисков. На самом деле никакого увеличения рисков не наблюдается в данной ситуации, поскольку правильно замечает адвокат защиты, что все доказательства уже исследованы. Поэтому какое может быть увеличение риска? Никакого. Но все же суд решил удовлетворить ходатайство стороны обвинения. Что касается адвоката Ларисы Криворучка, она появилась и продолжает защищать Вячеслава Зинченко совсем неожиданно, как для группы поддержки Вячеслава Зинченко, так и для стороны обвинения и потерпевшей стороны, потому что Лариса Криворучка была подвергнута дисциплинарному взысканию, и до сих пор на сайте
Единого реестра адвокатов Украины отмечается, что ее право на занятие адвокатской деятельностью остановлено. Однако Лариса Криворучка, на самом деле она прислушалась, я думаю, что к своему голосу адвокатскому, к моим рекомендациям, и таки заявила ходатайство о том, чтобы ее иск против незаконного решения квалификационной комиссии Винницкой области, которым Лариса Криворучка была лишена права на занятие адвокатской деятельностью, было остановлено в порядке обеспечения иска. Так об этом Лариса Криворучка и заявила. Я сейчас не буду демонстрировать вам это видео, но вот действительно это факт. И именно это позволило Ларисе Криворучка продолжить защиту Вячеслава Зинченко. Вы, наверное, в курсе, что суд пытался привлечь государственного адвоката для Зинченко, но поскольку Лариса Криворучка вернулась в процесс и перезаключила договор с обвиняемым, все идет вот в том ключе, в котором и желал продолжать свою защиту, весь процесс Вячеслав Зинченко, потому что Лариса Криворучка очень квалифицированный адвокат, но немного она там проявляет некоторую, может быть, излишнюю осторожность или, несколько даже пытается не идти на такие крутые меры. Вот, поэтому, все же она рискнула и заявила такое ходатайство о том, чтобы обеспечить свой иск и остановить действие незаконного решения квалификационной комиссии адвокатов Винницкой области. И это увенчалось успехом. Суд, удовлетворил ее ходатайство, и вот теперь Лариса Криворучка продолжает защищать Зинченко. Но вернемся к заседанию 16 июня по делу Фарион. Вторым ключевым вопросом стало ходатайство об отводе состава суда. Адвокат Лариса Криворучка заявила отвод коллегии судей, мотивируя это тем, что суд ранее допустил к участию в процессе других защитников обвиняемого Владимира Вороняка и Игоря Сулиму, у которых на тот момент было приостановлено свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в соответствии с решениями квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры. Лариса Криворучка ссылалась на конкретные даты приостановлений и отдельные эпизоды, в частности, решение 26 декабря 2025 года, утверждая, что суд знал об отсутствии полномочий у этих адвокатов, или должен был знать, но все равно в такой ситуации допустил этих адвокатов к участию в процессе. По мнению защиты, то есть Ларисы Криворучка, это свидетельствует об предвзятости суда и нарушении права обвиняемого на качественную и эффективную защиту. То есть, вопреки статьям 20.63 Конституции Украины и статье 6 Европейской конвенции о правах человека, а также вопреки статье 42 УПК Украины. На это прокурор и представительница потерпевшей Наталья Романик возражали, указывая, что такие замечания являются основанием всего только для апелляционного обжалования конкретных решений суда, а не для отвода судей.
перечень оснований для отвода является исчерпывающим. Он содержится в статье 75 УПК Украины, а несогласие с процессуальными решениями в него не входит, в этот перечень. Представители стороны обвинения также подчеркнули, что это уже третья подобная попытка, которая может квалифицироваться как злоупотребление процессуальными правами с целью затягивания рассмотрения дела. И ссылается сторона обвинения на статью 81 УПК Украины. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе, и определение это обжалованию не подлежит. То есть оно может быть основанием для апелляционного обжалования, но само по себе определение обжаловаться не может. Кроме того, адвокат поднимала вопрос о ненадлежащих условиях содержания обвиняемого в СИЗО, трудности с ознакомлением с материалами дела, как бумажными, так и электронными, ограничения в общении с защитником, унижение достоинства обвиняемого со стороны администрации учреждения. Суд, однако, эти вопросы в отдельном порядке в ходе этого заседания 16 июня не решал. Заседание проходило с участием прокурора, адвоката, представителей стороны потерпевшей. Обвиняемый был доставлен в зал судебного заседания под конвоем. Присутствовали также представители группы поддержки. Что касается продления меры пресечения, статьи 177-183 УПК Украины. Продление содержания под стражей на 60 суток на стадии судебного рассмотрения по тяжкому преступлению, часть 2, статья 115 УК Украины, санкция до 15 лет или пожизненно лишение свободы является достаточно типичной практикой. Суд обязан оценивать наличие и сохранение рисков, предусмотренных статьей 177 УПК. Защита правильно акцентировала внимание на том, что на стадии прений риски влияния на доказательства снижены. В то же время суд, вероятно, считал риски все еще актуальными с учетом тяжести инкриминируемого деяния и возможных мотивов. Отсутствие альтернативы в виде залога также мотивировано высокой степенью общественной опасности вменяемого преступления. Шансы на успешное обжалование такого решения в апелляции зависят от качества доказывания стороной обвинения конкретных рисков. Теперь, что касается ходатайства об отводе судейской коллегии на основании статей 75-81 УПК Украины. Это один из наиболее принципиальных процессуальных аспектов. Основанием для отвода является обоснованное сомнение в беспристрастности судей, личная заинтересованность и иные обстоятельства. Позиция защиты, то есть Ларисы Криворучко, основывается на нарушении права на защиту вследствие допуска судом адвокатов с приостановленными свидетельствами. Если такие нарушения действительно имели место и существенно повлияли на права обвиняемого, это может стать сильным аргументом для дальнейшего обжалования решений в апелляционном и кассационном порядке со ссылкой на нарушение права на справедливый суд. Позиция суда и обвинения состоит в том, что несогласие с предыдущими процессуальными решениями не является основанием для отвода всего состава суда, а подлежит обжалованию в установленном порядке. Повторные ходатайства могут быть признаны злоупотреблением правом. Ну, вообще-то, конечно, они могут быть признаны злоупотреблением правом, но, на мой взгляд, никакого злоупотребления в данной ситуации, в данном судебном процессе, в заявлении ходатайства об отводе судейской коллегии быть не может.
Что касается статуса адвоката, в ситуации с приостановленными свидетельствами о праве на адвокатскую деятельность, статья 31 Закона Украины об адвокатуре, являются распространенными в практике. Первичная ответственность за проверку своих полномочий лежит на самом адвокате. Суд не обязан осуществлять постоянный мониторинг статуса защитника. Однако, если нарушение было очевидным и привело к существенному ограничению прав обвиняемого, это может быть основанием для пересмотра решений вышестоящими инстанциями. То есть надо было четче доказывать заинтересованность суда в том, чтобы допустить к участию в процессе адвокатов без соответствующих полномочий. Ну, по всей видимости, Ларисе Криворучко доказать эту заинтересованность суда не удалось. А теперь вот я хочу сакцентировать внимание на своей стратегии, которую я неоднократно уже описывал и предлагал в своих предыдущих видео. Стратегия касается заявления ходатайства об отводе судейской коллегии на основании того, что она является предвзятой. Значит, что я неоднократно советовал? Я советовал стороне защиты реализовать так называемую языковую, лингвистическую стратегию при подготовке и обосновании ходатайства об отводе суда. Вот именно вот эта предлагаемая мной стратегия, она может увенчаться успехом, поскольку она явно указывает на то, что суд заангажирован, что суд предвзят по отношению к Зинченко. Но, к сожалению, ни обвиняемый, ни его защитница Лариса Криворучко до настоящего времени такую стратегию не реализовали. Что я конкретно имею в виду? Я повторюсь, обвиняемый Вячеслав Зинченко должен заявить ходатайство об использовании им русского языка в процессе и потребовать предоставления бесплатного переводчика в соответствии с требованиями УПК Украины. Конституция Украины и международные стандарты права на справедливый суд, в частности статья 6 Европейской конвенции о правах человека, четко это устанавливает. Суд при заявлении Зинченко такого ходатайства может отказать в его удовлетворении. Но тогда, после отказа, Зинченко получает дополнительное и очень сильное основание для заявления отвода всему составу суда, включая и председательствующего судью Петра Невойта. При обосновании отвода, что важно, также следует учесть не только сам отказ в предоставлении переводчика и обеспечении права пользоваться родным языком, но и заявление, которое судья Петр Невойт сделал 1 мая 2026 года в судебном заседании, назвав русский язык мовой оккупанта. Такое высказывание является ярким свидетельством предвзятости суда и нарушения принципа беспристрастности. Учитывая личность потерпевшей, выдающейся языковедки, которая посвятила жизнь защите и развитию украинского языка, а также мотив обвинения, национальная нетерпимость, использование глубокого лингвистического и терминологического анализа в процессуальных документах могло бы существенно усилить аргументацию. Язык ходатайств, их стилистика, точность терминологии и ссылки на языковые аспекты преступления и общественного контекста могли бы демонстрировать беспристрастность и профессионализм защиты обвиняемого и также фиксировать дополнительные аспекты для апелляционного обжалования.
я продолжаю рекомендовать команде защиты Вячеслава Зинченко все же реализовать эту языковую стратегию в дальнейших процессуальных действиях. Это не только соответствует высоким стандартам адвокатской деятельности, но и может стать дополнительным аргументом в доказывании нарушения права на эффективную защиту. О чем я говорю, что я имею в виду? Дело в том, что судейская коллегия и сторона обвинения, и также сторона потерпевшая, они воспринимают Зинченко как представителя русскоязычных граждан Украины. Именно поэтому они, в частности, сторона потерпевшая, постоянно нарушают принцип презумпции невиновности. Они на всех углах кричат, что Зинченко убийца, что Зинченко пожизненное нужно дать. И в этой ситуации, когда судья Невойт заявляет о том, что русский язык – это мова оккупанта, а Зинченко происходит из русскоговорящей семьи, поэтому вот именно такое отношение к Зинченко, к его происхождению и к тому, что родным языком Зинченко является русский язык, вот такое отношение к Зинченко явно свидетельствует о предвзятости суда. И именно на этом основании нужно заявлять ходатайство об отводе. И вот это я продолжаю настаивать на необходимости реализации именно такой стратегии и заявления такого отвода. Процесс приближается к завершению. Ключевыми для вынесения приговора остаются вопросы доказанности совершения деяния именно Зинченко. Видеофиксация, баллистическая экспертиза, маршрут передвижения, биологические следы и также доказанности субъективной стороны, то есть мотива национальной нетерпимости. Защита активно использует процессуальные инструменты, отводы, жалобы на условия содержания, смену защитников. И это является типичным для резонансных дел. Это фиксирует потенциальное нарушение для вышестоящих судов, но в то же время может восприниматься как затягивание процесса, что таковым не является. Заседание 16 июня носило преимущество процессуальный характер, определение меры пресечения и отказ в отводе суда. Прорывных моментов по существу обвинения не произошло. Дело остается высоко политизированным и общественно значимым. Окончательный результат в значительной степени будет зависеть от качества апелляционного обжалования в случае обвинительного приговора и фиксации всех процессуальных нарушений. Что касается моей предлагаемой мной стратегии языковой, так называемая языковая бомба для заявления отвода судейской коллегии, то я готов предоставить дополнительные разъяснения и даже консультации в пределах профессиональной этики. С вами был юрист Валерий Табаков. Сегодня 17 июня. Следующее заседание 24 июня. Я надеюсь, что сторона защиты Зинченко все же рискнет очередной раз и все же заявит вот то ходатайство на основании языковой стратегии. Процесс же состязательный, чего там уже теряться? Нужно идти ва-банк, нужно идти на таран. Если не заявите, то момент может быть упущен. Поэтому не смущайтесь, заявляйте. Бог в помощь. До новых встреч, друзья.